То, что прошелестело вчера, по-моему, по всем СМИ, по интернету, ты хочешь про про Ровенскую атомную АЭС электростанцию, и да. йодную яму? Да. Ну, расскажи тогда, что это за яма, куда сваливается Ровенская атомная электростанция, что это такое? И... Да, в прессе вчера мелькало, что это вот просто второй Чернобыль, вот прямо сейчас, вот прямо со дня на день, с минуты на минуту. Йодная яма, ее правильно называть ксеноновой, но вот так вот исторически сложилось, что назвали йодной, к этому все привыкли. В числе прочих химических элементов, которые образуются в активной зоне реактора, есть изотоп йода, йод-135. Он достаточно короткоживущий, бета-распад, период полураспада 5,5 часов, он превращается в ксенон-135. Вот ксенон-135 в том случае, если реактор работает на пониженной мощности, это просто безобразие. Он норовит съесть все свободные нейтроны, которые только найдет, заметит, поймать и съесть. И в результате вот то самое школьное, один нейтрон ударил в ядро урана, выскочило 2 нейтрона, 4, 8 и так далее, а он все съел. Соответственно, реакция просто затухает. Ничего с этим не сделаешь. Почему такое происходит? На пониженной мощности свободных нейтронов не хватает. Если ситуация штатная, то ксенон-135 поглощает одну штуку этого самого свободного нейтрона, превращается в стабильный ксенон-136. И все. На этом все закончилось. Если мощность понижена, значит, свободных нейтронов становится меньше, значит, больше образуется йода, значит, больше образуется ксенона. Вот она, та самая яма. Заставить выйти реактор сейчас на полную мощность, во-первых, сложно, во-вторых, это совершенно ни к чему, потому что есть совершенно четкие инструкции, что в этом случае делать. Поскольку нет информации, о каких реакторах идет речь, а на Ровенской и ВВР-440, и ВВР-100, надо просто подождать. Период полураспада ксенона-135 чуть меньше 10 часов. 9,6, по-моему. Значит, надо подождать, пока он по бета-распаду распадется. Все. В случае ВВР-440 это 2 суток. 5 периодов полураспада, немножко подождать, чтобы зафиксировать нейтронные характеристики. В случае ВВР-1000 надо подождать 4 дня. Все. Больше ничего не будет. То есть на этом проблема решается. Отдельный вопрос разгон атомного реактора после этого на полную мощность, он мгновенно никогда не происходит. Считается он в обычных случаях десятки процентов. То есть, вот, если сейчас там, допустим, мощность 20, убедились, что с ксеноном все успокоилось, можно начинать, подняли на 10%, посмотрели, что с нейтронами, еще 10%, то есть еще 3-4 дня до выхода на полную мощность. Вот, собственно говоря, все. Рассказы о Чернобыле, если опираться на официальные материалы расследования, там собирались проводить эксперимент по выработке электроэнергии на выбеге турбины. То есть предлагалось вживую смоделировать ситуацию. Вот остановлен реактор, вот турбина, она большая, тяжелая, сколько энергии она выработает просто за счет инерции. По не очень понятным причинам время начала эксперимента откладывали, а мощность уже снизили. Разумеется, началась вот эта история. Йодная яма. Чем меньше свободных нейтронов, тем больше этого ксенона-135, реакция начала затухать. Потом пришла команда: да, пожалуйста, начинайте, и они, пожалуйста, начали. Для того, чтобы реакция деления не прекратилась, из 211 регулирующих стержней подняли 201. Регулирующие стержни — это стержни с бором. Бор очень... Он для этого и предназначен. Регулировать количество нейтронов. То есть, если он опущен до конца, он все нейтроны съел. Подняли, то есть, часть вышла за пределы активной зоны, нейтронов осталось больше, и так далее. Вот, поскольку реакция затухала из-за йодной ямы, операторы подняли почти все. После этого, как положено, закрыли пар, поступающий на турбину. У них же эксперимент был в голове. Вода, разумеется, стала закипать. Вода в реакторе РБМК уран-графитовом, она не замедляет. Она
используются в качестве теплоносителя. Меньше теплоносителя, меньше плотности. Нейтронов стало больше. А регулировать уже нечем, стержень поднят. Все, станция ушла в разбег. За счет повышения мощности количество образующегося ксенона стало меньше. Свободных нейтронов все больше, стержней нет. Ну, вот результат. С той поры вот все эти инструкции достаточно жесткие. Ни в коем случае лишних движений делать не надо. Понятно, что ксенон придет в порядок по количеству за сутки, но лучше еще один день подождать, просто чтобы было спокойно. Ну, вот какая-то такая ситуация. Если по шкале ИНОС, международная шкала, оценивающая ядерные и радиоактивные риски, то йодная яма – это 0. Опасности нет. Все, что нужно, это чтобы операторы, сидя перед блоком щитового управления, строго действовали по инструкции, не отходя ни на шаг. Вот и все. Ну что ж, я так понимаю, что это вот, сенсация дутая такая. Сенсация дутая, она неприятна для объединенной энергосистемы Украины. Сейчас не про политику, вот, некая вещь в себе. Объединенная энергосистема. Ее сейчас немножко потряхивает, по ней что-то падает, там непонятно, что происходит. Некондиционные кондиционеры, ужас какой-то. Чего можно из неприятностей на Ровенской атомной электростанции, это истерического вопля оператора объединенной энергосистемы: дайте ток. Дайте ток, потому что у нас вот здесь все оборвалось, мы отключаем потребителя, у нас еще что-то там сломалось. Вот на это операторы атомной электростанции обязаны не реагировать. Первое, за что они отвечают, это не за мощность, а за безопасность. Пусть у вас там происходит все, что угодно, но выводить из проектного положения реактора мы не будем. Вот, все, что угодно у нас там может происходить. Все, что мы можем сказать, через столько-то часов реактор будет на полной мощности. А все остальные ваши пожелания оставьте, будьте добры, при себе. Решайте вопросы за счет ГЭС, ТЭС, не знаю, солнечных электростанций, ветровых, только к нам не приставайте, потому что у нас вот своя работа, и мы ее будем выполнять. Ну вот, глядя на карту, мы представляем, здесь, где Ровенская АЭС, и, соответственно... Здесь далеко не все линии электропередач. Это понятно, что мы как-то вот ставили основные, да. Как-то вот со стороны атомных электростанций Хмельницкой и Ровенской мы не видим линии электропередач к Киеву, они есть. Ну что ж, давай тогда все-таки к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Были многочисленные встречи с Владимиром Путиным, были встречи в широком составе, были подписаны ряд документов. О политике не говорим. Во всяком случае, я видел об участии главы Национального ядерного центра Казахстана Алмазбека Саткалиева. Расскажи, какие были энергетические итоги этого государственного визита? Вот ты сейчас опять мне предлагаешь уйти в атомную энергетику. Давай хоть какую-нибудь паузу сделаем. Нет, давай, если уже пошло, с Гросси и Лихачева. Причина присутствия главы Комитета по атомной энергетике Казахстана, по-моему, так этот орган называется, я могу путать, к сожалению. Был подписан меморандум о взаимопонимании между Ростехнадзором и Агентством Республики Казахстан по атомной энергетике в области сотрудничества мирного использования атомной энергетики. За что отвечает Ростех, общеизвестно. Почему Казахстан решил подписать с Ростехнадзором? Может быть, для того, чтобы отношения с государственным регулятором в Казахстане были более такими симметричными. Понимать, какие требования бывают у государственного регулятора. Ростехнадзор – это госрегулятор. Есть такой же орган и в Республике Казахстан. То есть вот здесь все должны сотрудничать, друг друга понимать. То есть операторы атомных электростанций должны понимать требования со стороны Ростехнадзора, что их надо выполнять. Вот полный набор, я всему этому должен соответствовать. Должны понимать, какие проверки будут неизбежны со стороны госрегулятора. То есть вот это необходимо. Тем более, что неделю назад было подписано соглашение по поводу предстоящих работ
утилизацией низкоактивных отходов, с обращением с ядерным топливом. Это тоже все зоны, которые напрямую касаются государственного регулятора. То есть здесь вот все должны друг друга понимать, чтобы не было сюрпризом какие-то слишком высокие требования или наоборот, чтобы не удивлять друг друга тем, что мы вот так вот сляпали, это будет объект для хранения низкоактивных отходов. Вы что, с ума сошли? Лицензию не дам. Тебя предупреждали заранее, вот чтобы этих шероховатостей не было. Может быть, были еще о чем-то разговоры, потому что я просто на всякий случай напомню, по результатам тендера, проведенного правительством Казахстана соответствующими органами, Росатом – это не единоличный строитель, а лидер международного консорциума. Мы по-прежнему не знаем ни состава этого консорциума, у нас по-прежнему нет информации о том, чтобы был подписан обязывающий договор. Может быть, вот на эту тему тоже были какие-то переговоры, но я надеюсь, что в ближайшее время это будет известно. Время еще есть. Я напомню, что, так скажем, инженерно-геологические изыскания на площадке только начаты. Это может занимать до 18 месяцев, но это в то же время пауза для того, чтобы вот все эти организационные вопросы были решены. Сейчас с различных глубин поднимают образцы грунта, отправляют прежде всего конструкторам. Вот здесь рядом город Подольск, конструкторское бюро «Гидропресс». Они точно должны знать, на каком грунте будет стоять энергоблок. Многое от этого зависит, но на то, чтобы это окончательно досконально исследовать, до 18 месяцев. Соответственно, за это время мы должны услышать все то, чего пока не слышим. Состав консорциума, обязывающий контракт. Многие говорят о том, что будет межгосударственный кредит, будет, не будет, в каком объеме, на каких условиях. Тоже вот время идет. Будем надеяться, что новости будут поступать. Что касается неатомных частей, вот разрешите, пожалуйста, выйти за пределы атомной энергетики. Были подписаны документы, которые, как бы, на первый взгляд, такого прямого отношения к топливно-энергетическому комплексу не имеют, но если присмотреться. Межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки грузов, следующих через наши страны в третьи страны. Вроде бы как про транспорт. Но свежие данные, поступившие от наших таможенных органов и таможенных органов Казахстана за первые 9 месяцев этого года, по показателю год к году, перевалка казахстанского угля через российские морские порты увеличилась на 35%. Это как бы вот не про энергетику, но на самом деле немножко про энергетику. На всякий случай, цифра звучит грозно, но это пока еще менее 10 миллионов тонн. Ну, просто рост. На самом деле получается то, о чем предупреждали все европейские разговоры, сплетни о декарбонизации и прочем, но как-то вот не получается. А поскольку они сами себе запретили покупать российский уголь, происходит замещение поставщиков. Ничего плохого я в этом не вижу. Мы зарабатываем деньги на транзите, мы зарабатываем деньги на том, что работают наши порты, и ничего плохого в этом нет. Мне кажется, что это должно иметь прямое отношение и к развитию международного транзитного коридора север-юг, с тем, чтобы его маршруты соответствовали его названию. Что если мы сейчас посмотрим на схемы север-юг, то они на самом деле юг-северо-запад. Если за конечную точку брать побережье Персидского залива в Иране, то север – это Сибирь. А Сибирь может попасть в этом направлении только через Казахстан. У нас есть 3 железнодорожных перехода через нашу огромную границу, напоминаю, 7800 километров государственной границы России и Казахстана. Это одна и та же колея, которая позволяет доводить груз по восточному маршруту, так называемому, то есть с восточный берег Каспийского моря, до тех самых интересных мест, не только до Ирана, но и дальше. Почему я заговорил про уголь, тоже понятно. У нас основной добывающий регион по-прежнему Кемеровская область, Кузбасс. Ну и в очередной раз конечный потребитель для нас теперь на юге. Для того, чтобы кузбасский уголь попал на юг,
У нас сейчас только морские маршруты. Чтобы попасть что к Тихому океану, что к Атлантическому океану, углю приходится преодолевать 5000 километров. Ну, хорошо. Добрались там, допустим, до Усть-Луги или с той стороны до Владивостока, а конечный потребитель в Индии. Еще полземного шара. Еще полземного шара, всевозможные Суэцкие каналы, великолепное Желтое море с проливами, где пасутся какие-то авианосцы непонятные, бог его знает, что еще ждать. Здесь, если говорить о северо-юге, то ровно одна перевалка в одном из портов Ирана, и дальше уже паром в Индию, все, мы прибыли. Значительно быстрее, а скорость в наше время – это деньги. Так что я надеюсь, что от разговоров о том, что необходимо развивать и нашу железнодорожную сеть в южном направлении и задумываться о том, справится ли система железных дорог Казахстана, если грузооборот будет расти, или нужно будет заниматься второй колеей, электрификацией. То есть, может быть, очень такой серьезный развивающий проект, выгодный и России, и Казахстану, и, соответственно, всем грузополучателям. Я сейчас постеснялся сказать слово «Туркмения», исключительно потому, что Туркмения успела электрифицировать свои железные дороги. А мы еще нет, у нас все еще впереди. Вот. Кроме того, в своем выступлении перед прессой Владимир Владимирович говорил о том, что обсуждались и вопросы газификации северо-восточных регионов. Мне вот что нравится с Россией и с Казахстаном. Газификация северо-восточных регионов. Подходит слово как Казахстан, так и Россия. У нас с северо-восточными регионами и газификацией тоже как-то так себе. Напомню, что в начале года обсуждался проект строительства нового магистрального газопровода транзитного из России через Казахстан в Китай. В конце лета состоялось решение по Силе Сибири-2, переговоры пошли в этом направлении, и перед Казахстаном опять встает вопрос, что делать с газификацией своих регионов. Собственные месторождения у него есть, но большая часть товарного газа – это переработанный попутный нефтяной газ месторождений нефтяных. И основной объем – это 3 кита – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. А там, поскольку выработка идет, компания-оператор настаивает на том, что газ должен отправляться в пласт. И, соответственно, возникает вопрос, если строить трубопроводы, рассчитывая на собственную добычу, то вот здесь стабильности не видно. Что соглашение о разделе продукции подписано так, что принудить или, не знаю, там, стимулировать западную нефтедобывающую компанию отправлять газ на нужды экономики Казахстана не так просто. С одной стороны. С другой стороны, если сравнивать тарифы на природный газ у нас и в Казахстане, то в Казахстане значительно ниже. И тут уже перед правительством Казахстана встает вопрос. Либо поднимать тарифы так, чтобы «Газпром» видел экономическую целесообразность всего этого, строить магистральный газопровод, подавать газ, инвестиции должны вернуться. Но не исключено, что повышать тариф придется настолько, что в Казахстане не поймут. Не поймет ни бизнес, ни население, почему кратный рост. И вот теперь об этом нужно думать. Но опять же, я же имею право на свое личное мнение. Напрашивается строительство газоперерабатывающего завода в Казахстане с тем, чтобы экспортная продукция перекрывала те расходы, которые несет Казахстан. Для того, чтобы субсидировать тарифы, надо деньги зарабатывать. Деньги зарабатывать надо на чем-то, что имеет экспортную перспективу. Но если мы говорим о природном газе, мы можем снова говорить о всей этой линейке азотных удобрений. Напомню, что аммиак – это NH3, основной газ в составе коктейля, который мы называем природный газ, это метан CH4. Вот здесь H отобрали. С азотом, слава богу, в атмосфере никаких проблем нет. Туда приклеили, получили аммиак. Спрос на карбамид растет. Растет повсеместно и у нас в России, и в самом Казахстане, и в тех странах, которые южнее, тем более. Я имею в виду ту же Индию, кислые почвы, там действительно карбамида нужно много. Может быть, в этом направлении думать. То есть за счет этой прибыли, во-первых, получить какие-то рабочие места, дополнительную прибыль. Прибыль можно, если это государственное участие со стороны Казахстана, направлять на субсидирование тарифов для бизнеса и для населения. Как вариант.
подробности пока не видели, не слышали. Будем надеяться, что со временем что-нибудь да узнаем.